Здравствуйте! Покажу, как можно связать маленькую сумку для телефона крючком. Сумка вяжется одними столбиками без накида, простым и довольно плотным узором. Для начала свяжем основание сумки, продолжим основное полотно и завершим двумя рядами для формирования верхней части сумки. Отдельно свяжем тесьму и пришьем ее. Я вязала из шнура для макраме стопроцентный полипропилен 45 метров в 35 граммах, крючок 3,5 миллиметра. При помощи крючка 3,5 мм наберем 17 воздушных петель. Кратность нашего узора составляет 2 петли, и можно связать сумку любого размера, учитывая эту кратность. Пропустим одну петлю и в следующую воздушную петлю провяжем 2 столбика без накида. Затем провяжем 14 столбиков без накида за заднюю стенку воздушной петли. Повернем воздушную цепочку, увидим коротенькую стеночку воздушной петли, вяжем в нее. Сейчас мы свяжем основание сумки в виде небольшого узкого дна, которое состоит из 4 рядов столбиков без накида. Провязав 14 столбиков без накида, последнюю воздушную петлю провяжем 3 столбика без накида, формируя таким образом закругление дна сумки. И далее вяжем 14 столбиков без накида, цепляя за боковую стенку уже провязанной с одной стороны воздушной петли. Начальную нить пускаем поверх боковой стенки воздушной петли, таким образом ввязывая ее в столбик без накида. В этом ряду мы обвязали воздушную цепочку с обеих сторон и провяжем последний столбик без накида в начальную воздушную петлю, куда были провязаны первые 2 столбика без накида. Закроем ряд соединительным столбиком, и в этом ряду мы провязали всего 34 столбика без накида. Воздушная петля, и в основание воздушной петли 2 столбика без накида. В следующую петлю нижнего ряда вяжем также 2 столбика без накида, и далее в каждую петлю нижнего ряда 14 столбиков без накида. В этом ряду мы увеличиваем дно сумки, прибавив с обеих сторон по 3 дополнительных столбика без накида. Провязав 14 столбиков без накида, провяжем по 2 столбика без накида в 3 следующие петли нижнего ряда. Четырнадцать столбиков без накида в каждую петлю нижнего ряда, и в последнюю петлю нижнего ряда провяжем 2 столбика без накида. Закроем ряд соединительным столбиком. И всего в итоге в этом ряду у нас получится 40 столбиков без накида. В
третьем ряду также увеличим количество столбиков без накида по 3 с каждой стороны, таким образом увеличив объем сумки. Воздушная петля, столбик без накида. И в следующую петлю нижнего ряда вяжем 2 столбика без накида. 17 столбиков без накида в каждую петлю нижнего ряда до следующей стороны дна сумки. И по 2 столбика без накида в 3 следующие петли нижнего ряда, 17 столбиков без накида далее в каждую петлю нижнего ряда. В последнюю петлю нижнего ряда провяжем 2 столбика без накида и еще 1 столбик без накида провяжем в первую петлю этого ряда. Закроем ряд соединительным столбиком. В итоге в этом ряду у нас провязано всего 46 столбиков без накида, на чем мы закончим увеличивать дно сумки и в следующем четвертом ряду провяжем воздушную петлю и столбик без накида в каждую петлю нижнего ряда, цепляя крючком за заднюю стенку петли нижнего ряда. Закроем ряд соединительным столбиком. И приступим к основному узору, который вяжется очень просто. Воздушная петля и в следующую петлю, но спустившись через ряд, вяжем 2 столбика без накида. Вяжем свободно, не затягивая нить. Пропустим одну петлю нижнего ряда и в следующую также через ряд вяжем 2 столбика без накида. Пропустим одну петлю и продолжим по кругу. Это и весь узор, который продолжим до конца ряда. Закроем ряд соединительным столбиком. Второй ряд. Воздушная петля, пропустим одну петлю нижнего ряда и в раскол следующей петли вяжем 2 столбика без накида. При этом нужно попасть под 2 верхние стенки столбика без накида нижнего ряда, но это можно легко почувствовать, так как крючок заходит под эти стенки без каких-либо усилий. Пропустим одну петлю нижнего ряда и в следующую в раскол вяжем 2 столбика без накида. Это и вся схема нашего рисунка, и далее приступим к вязанию основного полотна по спирали. В процессе вязания основного полотна очень важно вязать свободно, и тогда нити будут ложиться ровно и крючок будет проходить между рядов с легкостью.
При переходе на вязание по спирали просто не закрываем ряд соединительным столбиком, а продолжаем вязать, чередуя узор по кругу далее. И так до необходимой высоты сумки. Мне потребовалось провязать всего 36 рядов. И размер сумки составил 18 сантиметров в высоту. Плюс мы еще провяжем 2 окантовочных ряда, что прибавит еще примерно 1 сантиметр. Последний ряд закроем соединительным столбиком, но сначала определим последний столбик без накида последнего ряда. Ориентируясь на соединительный столбик первого ряда, двигаясь по диагонали рисунка, определим последнюю петлю ряда и закроем ее соединительным столбиком. Провяжем 2 последних ряда, которые придадут дополнительную жесткость вырезу сумки и законченный вид. 37 ряд. Воздушная петля и столбик без накида в каждую петлю нижнего ряда. Закроем ряд соединительным столбиком. В последнем ряду провяжем воздушную петлю и столбик без накида в каждую петлю нижнего ряда, цепляя крючком за заднюю стенку петли нижнего ряда. Закроем ряд соединительным столбиком. И наша сумка почти готова. Теперь свяжем тесьму. 4 воздушные петли. Первая петля провязана как фиксирующая. Ее можно распустить потом при желании. Повернем воздушную цепочку от себя, пропустим одну петлю и провяжем столбик без накида за заднюю стенку третьей петли. Повернем от себя столбик без накида за крайнюю стенку соседней петли. Повернем от себя и столбик без накида за 2 передние стенки крайней петли. И повернем от себя и снова столбик без накида за 2 крайние стенки петли. И продолжаем вязать до необходимой длины тесьмы. Здесь я бы обратила внимание, что важно всегда поворачивать полотно от себя. И я вязала таким образом всего 120 сантиметров, после чего пришила тесьму к сумке и спрятала все нити. Можно украсить сумку дополнительной фурнитурой, пришить магниты или пуговицу, но я предпочла оставить ее так. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось.